Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре советский линкор 7 уровня Синоп. С момента релиза его, как и другие линкоры ветки, многократно нерфили. Как говорится, сегодня посмотрим, что в сухом остатке. Цифры статистики говорят о том, что среди всех веточных линкоров 7 уровня Синоп находится на первом месте по проценту побед и количеству потопленных кораблей, на третьем месте по среднему урону и на втором месте по среднему опыту за бой. Что делает Синоп лучшим на уровне, предстоит понять, изучив характеристики линкора. Обозначим его сильные и слабые стороны. И, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Линкор имеет лидерское количество очков боеспособности на уровне 65 тысяч. Но противоторпедная защита откровенно слабая, всего 16%. Бронирование одно из лучших на уровне. К примеру, толщина бронепояса каземата достигает 300 мм. Цитадель немного торчит из воды, но ее надводная часть имеет усиленное бронирование. В бортовой проекции 100 мм, а траверс 300. Носовая часть имеет бронепояс с толщиной 113, 125 и даже 200 мм и обшивку 26 мм. А в кормовой части бронепояс 113 и 125 мм и обшивка 26. Бронирование палубы в носовой и кормовой части 26 мм, а в центральной 26 и 35. И никуда не делись надстройки с толщиной бронирования всего 16 мм, но их габариты крайне малы. И такое бронирование вполне способно сдерживать урон бронебойных, полубронебойных и фугасов малых калибров. Главное откровенно не торговать бортом и не подставлять цитадель. Синоп имеет среднюю маскировку на уровне. Прокачав перки капитану, получим 13,1 км заметность кораблей и 9,1 самолетов. И такая маскировка позволит сократить дистанцию боя и сделает залпы главного калибра смертоносными. Линкор имеет среднюю на уровне скорость хода 27 узлов. Один из худших радиус циркуляции 960 метров, но вместе с тем хорошее время перекладки рулей 12,9 секунды. Перейдем к орудиям. 9 орудий в 3 башнях с мощным калибром 406 мм. И невысокой дальностью 17,4 км. В попытках реализовать полный залп, главное не подставлять борт. Снаряды имеют невысокую скорость 767 метров в секунду, а точность не лучшая. Но хорошая баллистика и невысокая дальность ведения боя нивелируют этот недостаток. Орудия перезаряжаются долго, 33 секунды. А башни очень медленные, и мы обязательно улучшим их перками капитана. В распоряжении орудий фугасы с уроном 5850 единиц и мощные бронебойные с уроном 12500, что дает средний разовый урон и невысокий ДПМ как на фугасах, так и на бронебойных. Бронебойные снаряды легко расправляются с бортоходами и пробивают даже в носовую проекцию. А против эсминцев есть фугасы с пробитием 68 мм и хорошим шансом пожара 41%. Противоминный калибр линкора имеет 12 орудий калибра 130 мм и 16 орудий калибра 152 мм. Бронепробитие 22 и 25 мм соответственно. Дальность ПМК с модулем на точность всего 5,9 км. И такой ПМК не будет определяющим в бою. Торпед у линкора нет.
Авиаудар с дальностью сброса 8 км и стандартным потенциалом урона. Максимальный урон бомб 3400 единиц. И к сбросу готово 2 звена с одним самолетом, а количество бомб на самолете – 1. И таким авиаударом мы будем топить подводную лодку. ПВО, которое представлено всего 2 аурами, не получится назвать сильной стороной линкора. Средняя аура с радиусом действия 3,5 км и уроном 263 единицы. И дальняя аура с уроном 95 единиц и радиусом 6 км. Основной урон ПВО в средней ауре, что позволит авикам проводить результативные атаки. Перки командира направлены на усиление огневой мощи и живучести линкора и будут актуальны и на топах ветки. Первый перк – специалист противоаварийных и ремонтных работ. Ускорит перезарядку аварийного подразделения и ремонтной команды, что важно при игре на советских линкорах. Второй перк – наводчик. Увеличит скорость вращения приваренных башен. Третий перк – отчаянный. Линкор часто находится в эпицентре сражений, активно теряет очки боеспособности и разгоняет урон вооружения. Четвертый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ. Увеличит количество жизненно важных снаряжений аварийное подразделение и ремонтная команда. Пятый перк – мастер маскировки. Сделает линкор смертельно опасным на максимально эффективных для него средних и ближних дистанциях. Шестой перк – мастер противопожарной подготовки. Перк полезен для любого линкора и особенно для советского. Седьмой перк – основы борьбы за живучесть. Ускорит восстановление модулей, тушение пожаров и устранение затоплений. На линкор я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилит живучесть орудий главного калибра. Второй слот – система борьбы за живучесть. Снизит вероятность возникновения пожара. Третий слот – системы наведения. Повысит точность и сделает залпы орудий смертоносными. Четвертый слот – система борьбы за живучесть. Ускорит тушение пожаров и устранение затоплений. Доступное снаряжение линкора. Ограниченное количество расходников аварийное подразделение, которых в базе 4 штуки. Время работы 10 секунд и ускоренная перезарядка 40 секунд, которая часто спасает в ближнем бою. Ремонтная команда, которых в базе только 3 штуки. Восстановит 325 очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается 80 секунд. Истребитель повысит защищенность от авианалетов на 60 секунд. Время перезарядки расходника 90 секунд. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Итого, что имеем. Синоп имеет лидерское на уровне количества очков боеспособности, мощное бронирование, ограниченное количество быстрых ремок и среднюю маскировку. Невысокая скорость не позволит быстро менять направление атаки, а худший радиус циркуляции несколько усложнит ближний бой на линкоре. Орудия главного калибра имеют не лучшую дальность стрельбы и точность, низкую скорость перезарядки и размещены они в крайне медленных башнях. Крупный калибр орудий позволяет линкору разрывать бортоходов и наносить урон даже в носовую проекцию. Причем такой калибр способен наваливать даже кораблям старших уровней. Прокачав маскировку, линкор уменьшит дистанцию боя, решит проблему с точностью и сделает залпы орудий максимально смертоносными. И именно на средних и ближних дистанциях
линкор будет максимально эффективен. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.